Глава 941. Подземная торговая ярмарка. Когда старик Фу увидел культиватора в серебряной одежде, он окликнул его знакомым тоном: «Хе-хе, брата Вана не так часто можно увидеть. Я думал, что ты все еще культивируешь искусство духовной черепахи в уединении. Как я мог осмелиться помешать твоей культивации? Мне пришлось остановить мою культивацию на 7-м слое искусства духовной черепахи. Кажется, я никогда не достигну средней стадии зарождающейся души за всю мою жизнь. Однако, я слышал от лавочника Чжао, что прибыл господин Даосит на средней стадии зарождающейся души, который хочет купить особняк скрытой удачи, который был у нас в течение сотен лет. Кроме того, прибыл также брат Фу, как я мог не прийти и лично не поздороваться с тобой». Культиватор в серебряной повернулся и лично поприветствовал Хань Ли с улыбкой на лице. Из их разговора Хань Ли понял, что этот мужчина средних лет в серебристом одеянии — это старейшина Ван, о котором упоминал владелец магазина. Он осмотрел его своим духовным чутьем и обнаружил, что он был на ранней стадии зарождающейся души, с бледным цветом лица, который, кажется, вызван определенным аспектом техники. Хань Ли улыбнулся и ответил на приветствие старейшины Вана. «Брат Ван слишком вежлив. Я давно наслышан о великой репутации вашего павильона скрытой удачи и решил посетить его». Когда старик Фу услышал это, он с удивлением сказал: «Господин Хань правда хочет выменить особняк скрытой удачи?» Как следовало ожидать от заморского культиватора. Похоже, слухи о многих сокровищах за морями правдивы. Господа, вы, должно быть, шутите. За рубежом мало редких материалов, но их нельзя сравнить с богатой землей империи Цзинь. Слова Хань Ли не убедили двух культиваторов, но они не стали продолжать эту тему. Хань Ли не думал, что они станут продолжать эту тему, поскольку было смешно, если бы культиваторы их уровня проявили излишнее любопытство. В этот момент владелец магазина Чжао появился за культиватором в серебряном одеянии. Он поставил 2 нефритовые коробки перед Хань Ли, одну большую, а другую поменьше, и тактично отошел в сторону. С тех пор, как появился старейшина Ван, ему больше не нужно было говорить. Старейшина Ван указал на большую из 2 коробок и вежливо сказал: «Поскольку господин Хань очень заинтересовался особняком скрытой удачи нашего павильона, я принес сюда этот предмет вместе с грозовым духовным кристаллом господина Фу. Вы можете осмотреть их». Старик Фу ухмыльнулся и поспешно сказал: «Брат Ван, у тебя будет достаточно времени, чтобы обсудить особняк скрытой удачи с господином Даосистом Ханем. Однако, я хотел бы в первую очередь закончить свои дела». Старейшина Ван нахмурился и сказал: «Ничего страшного, брат Фу может совершить обмен первым. Мне также очень интересно узнать, что господин Хань будет обменивать на грозовой духовный кристалл». Хань Ли тоже улыбнулся, услышав это, и хлопнул по сумке для хранения, вызвав зеленую деревянную коробку размером с ладонь в руку. Она была запечатана золотым и серебряным талисманами. Увидев деревянную коробку, старик Фу изменился в лице. Затем Хань Ли положил деревянную коробку на стол и молча толкнул ее к старику Фу. Он взволнованно взял коробку и коснулся рукой к столу, заставив меньшую из 2 нефритовых коробок придвинуться к Хань Ли. Хань Ли с довольным выражением взял коробку в руку, а затем открыл ее. Оттуда вырвался ослепительный серебристо-белый свет. Синий свет вспыхнул в его глазах, что сразу позволило ему ясно увидеть предмет, производящий свет, серебристо-белый камень размером с кулак. Осмотрев его какое-то время, он протянул к нему палец. Нить лазурного света слабо засияла на его пальце, и, дрожа от запястья, она пронзила камень. Когда свет коснулся камня, раздался гром. Затем несколько тонких дуг молнии выскочили из коробки и заблокировали свет. Хань Ли вздохнул и поднял голову. С некоторым разочарованием в голосе он сказал: «Да, это действительно грозовой духовный кристалл. Жаль, что его качество обычное, но я должен отдать должное. Кристалл высокого качества приобрести сложно. Этот кусочек грозового духовного кристалла — то, что удалось приобрести с большим трудом, обнаружив его в желудке редкого духового зверя с элементом молнии». В этот момент старик Фу закончил осматривать гриб алой сущности и выглядел особенно доволен им. Хань Ли спокойно возразил: «Однако мой гриб алой сущности совершенно чист и, несомненно, является высокоранговым лекарственным растением». Хотя он не собирался упускать грозовой духовный кристалл, он также не собирался соглашаться на неблагоприятную сделку. Старик с полной открытостью согласился: «Верно. В соотношении цены и качества мой грозовой духовный кристалл уступает вашему высокоранговому грибу алой сущности. Может, я дам вам сверху 30 000 духовных камней, чтобы восполнить недостачу». «Не нужно торопиться, господин Даосист Фу», — Хань Ли усмехнулся и положил грозовой духовный кристалл обратно на стол. Затем он достал нефритовую пластинку и передал его старику Фу. «Может, вы сначала взгляните на мой список.
Возможно, у вас есть один из этих материалов или информация об одном из них. Если я смогу каким-то образом приобрести эти материалы, нет необходимости отдавать мне духовные камни. Господин Хань нуждается и в других материалах. Старик Фу выразил удивление и быстро взглянул на нефритовую пластинку. В этот момент старейшина Ван смотрел на гриб в руках старика, и его глаза замерцали. Очевидно, он размышлял о чем-то. Вскоре старик закончил изучать нефритовую пластинку и удивленно взглянул на Ханьли. Некоторое время он колебался, а затем решительно сказал: «Боюсь, я должен вас разочаровать. Эти материалы слишком редкие, и у меня нет ни одного из них под рукой. Однако, я могу указать вам место, где вы сможете найти некоторые из них». Ханьли моргнул с загадочной улыбкой на лице. «Вы хотите сказать мне о предстоящем аукционе?» Старик Фу от души рассмеялся и сказал: «Хотя на грандиозном аукционе будут продаваться необычные материалы, очень маловероятно, что там будут такие редкие вещи, которые вы ищете. В конце концов, если у культиваторов есть такие вещи, они скорее просто обменяются ими». Услышав это, Ханьли воодушевился и спросил: «Похоже, вы хотите сказать, что существует какая-то тайная встреча?» Старик Фу изменился в лице и продолжил разговор с Ханьли с помощью передачи голоса. «Господин Даосист Хант, вы действительно разумный человек, но это не секретная встреча. Когда в столице Цзинь проходит десятилетний аукцион, вокруг него могут образоваться и другие. Существует два основных собрания: открытая торговая ярмарка, проводимая сектами праведного Да на рынках, о которых все знают, и секретная подпольная торговая ярмарка, проводимая сектами дьявольского Да. Находящиеся там предметы часто не продаются за духовные камни, как приобретаются обменом. Но из-за того, что было продано так много редких предметов, мир культивирования ввел запрет на нее, и об этом знают только те, кто знаком с подпольным миром культивации. Это было бы весьма неудобно для вас как иностранного культиватора. Но как часть сделки, я могу рассказать вам о ней. Наверняка, эта информация вам пригодится». Сказав это, старик Фу торжественно взглянул на Ханьли, ожидая ответа. Ханьли нахмурился в раздумьях и сказал: «Вот как. Тогда я должен спросить, будут ли эти ярмарки проходить одновременно. Хотя я в первую очередь хочу посетить подпольную выставку, я не хочу пропустить и открытую». «Все просто», — ответил старик Фу. Хотя оба они созываются одновременно, самые редкие материалы на подпольной торговой встрече преднамеренно демонстрируются после завершения грандиозного аукциона. Конечно, обычные материалы будут ниже тех, что ищете вы. Вам не нужно беспокоиться о том, что вы их упустите. Недолго думая, Ханьли быстро принял решение и сказал: «Раз так, я сделаю, как вы предлагаете. Я очень заинтересован в этой подпольной ярмарке». Старик Фу обрадовался возможности сохранить десятки тысяч духовных камней. «Хорошо, я вижу, что господин Даосист Хань простой человек. В последний день грандиозного аукциона встретимся у павильона «Скрытая удача». В тот момент они больше не разговаривали через голосовые передачи. Сердце старейшины Вана в этот момент дрогнуло, но ему удалось изобразить сияющую улыбку. После обмена грозового духовного кристалла на гриб алой сущности, старейшина Ван улыбнулся и вежливо сказал: «Поздравляю с заключением сделки. Господин Даосист Хань, не могли бы вы взглянуть на особняк скрытой удачи моего павильона? Однако, он будет намного дороже 1000-летнего гриба алой сущности». Ханьли улыбнулся и небрежно сказал: «Если особняк мне понравится, цена не будет иметь значения». Улыбка старейшины Вана стала шире, когда он услышал его смелый тон. «Раз вы сказали это, я еще больше убедился в том, настолько иностранные культиваторы отличаются от местных. Судя по всему, приобрести особняк для вас не будет проблемой. Пожалуйста, следуйте за мной к пространственному карману, который усовершенствовал мой павильон. Я покажу вам особняк скрытой удачи в полном объеме». Сердце Ханьли дрогнуло, и он невольно удивился. Пространственный карман. Что, неужели Даосист Хань не слышал о пространственном кармане? Старейшина Ван похлопал его по плечу, а затем сказал: «Ах, я забыл. Секретные методы создания пространственных карманов были исследованы только в Великой империи Цзинь 1000 лет назад. Поскольку вы иностранец, неудивительно, что вы не знаете о них». Глава 942. Пространственный карман. Вы можете обрезать пространственные щели в пространственные карманы. Как появилась эта техника, бросающая вызов природе? Ханьли изменился в лице, не веря своим ушам. Воздействующие на пространство техники были абсолютно потрясающими и невероятными. При этом наиболее распространенным магическим инструментом и наиболее часто встречающимся использованием пространственных техник фактически были сумки для хранения.
Чем выше ранг сумки для хранения, тем больше предметов в нее помешалось, но независимо от ранга, ее нельзя было считать пространственным карманом. Многие культиваторы полагали, что в мире смертных не существовало высокоранговых пространственных техник, и только те, кто вышел из высших царств, обладали способностью создавать такие глубокие техники. Такого мнения обычно придерживались культиваторы небесного южного региона. В результате Хань был глубоко потрясен, услышав, как старейшина Ван упомянул, что более 1000 лет назад в Великой империи Цзинь была создана техника, позволяющая создавать пространственные щели. Старик Фу улыбнулся и сказал: господину даосисту Ханю не стоит так удивляться. Эти так называемые пространственные карманы не так глубоки, как вы думаете. Они всего лишь трюк. Старейшина Ван усмехнулся и сказал: верно. Для большинства людей пространственные карманы представляют для них небольшую ценность. Они не только чрезвычайно сложны в культивации, но также имеют много ограничений в их использовании. Я бы сказал, что в Великом Цзине не более десятка мест с искусственными пространственными карманами. В моем павильоне, возможно, создан самый ранний пространственный карман. Раннее. Вы имеете в виду? Хань Ли удивленно поднял бровь. Старейшина Ван ответил: верно. Эта секретная техника была изначально разработана двумя великими мастерами создания магических инструментов, возможно, единственными людьми в мире, способными создавать пространственные щели. По правде говоря, скрытые комнаты и особняки удачи были созданы с использованием техник усовершенствования пространственного кармана, которые мы исследовали. Хань Ли усмехнулся и восстановил самообладание. Вот как. Теперь я очень хочу увидеть этот таинственный пространственный карман. Брат Ван, пожалуйста, продолжайте. Я уже видел этот трюк раньше. Поскольку я получил свой гриб алой сущности, то мне пора. Старик Фу попрощался и ушел. Старейшина Ван ответил на прощание словами: поскольку у брата Фу есть неотложное дело, не стану тебя задерживать. Увидимся в другой день. Старик Фу затем напомнил Хань Ли передачей голоса, что он не должен пропустить последний день подпольной выставки. Хань Ли слегка кивнул, а затем старик покинул зал, громко шагая. Как только старик Фу ушел, старейшина Ван вежливо сказал: брат Хань, идемте. Пространственный карман находится в задней части павильона. Мы будем там в мгновение ока. Затем, по взмаху рукава, оставшаяся нефритовая коробка на столе исчезла без следа. Естественно, Хань Ли согласился и последовал за ним через плотный слой ограничений, достигнув небольшой площади в задней части павильона. Она была пуста, если не считать странной транспортной формации в центре комнаты. Она выглядела более сложной, чем обычные транспортные формации. Хань Ли слегка нахмурился от удивления. Чувствуя его растерянность, старейшина Ван объяснил: единственный способ добраться до пространственного кармана — это телепортация. Мы должны телепортировать туда. Неужели пространственная щель находится в фиксированном месте? Хотя Хань Ли был очень удивлен, ему было неуместно слишком глубоко вникать в секретные техники и усовершенствование павильона. Затем, когда он увидел, как старейшина Ван вошел на транспортную формацию, он нерешительно последовал его примеру. Приблизившись к ней, Хань Ли обнаружил, что вокруг нее было 8 среднеранговых духовных камней, что означало, что ее использование стоило по меньшей мере 800 низкоранговых духовных камней. И если бы им нужно было использовать формацию, чтобы телепортироваться туда и обратно, понадобилось бы 1000 духовных камней, что обычные культиваторы не могли бы себе позволить. Пока Хань Ли размышлял над этим, снизу вспыхнул белый свет, и они мгновенно исчезли в нем. В мгновение ослепительный свет окружил их, и они оказались в другой транспортной формации на вершине старой скалы. Придя в себя от телепортации, Хань Ли поднял голову и огляделся. Он увидел, что пространство, занимающее более 3 километров, было сделано из чистого белого камня, в котором были отверстия размером от 3 до 30 метров в ширину. Он глубоко вдохнул и почувствовал беспокойство в своем сердце. Во всем этом пространстве не было ни следа зелени, ни духовной ци, а небо было серым. Было ясно, что это бы безжизненный мир. Старейшина Ван, выйдя из формации, сказал: как вы видите, господин Хань, это безжизненное место, и в нем нет духовных вен. Его нельзя сравнить с легендарным духовным эфирным садом, который, как говорят, обладает духовной ци, которая намного превосходит мир смертных. Из всех пространственных щелей, обнаруженных миром культивации Великого Циня, только 4 из них обладали духовными венами, но их духовная ци не была столь плотной, как в мире смертных. Однако секты, обнаружившие эти пространственные щели, попросили наших услуг для создания пространственного кармана. Хань Ли погладил подбородок со странным выражением и сказал: судя по тому, что вы говорите, эти пространственные карманы не имеют никакой конкретной цели, кроме как сэкономить немного места и позволить свободное движение.
Неудивительно, почему я не слышал о них раньше. Старейшина Ван смущенно сказал, это не совсем так. Эти пространственные карманы отлично подходят, если секта хочет втайне разместить несколько крупных предметов, хранить большое материалов или скрыть кого-либо, не опасаясь преследования. Их можно использовать для той же цели, что и мы, в качестве зоны тестирования магических инструментов и сокровищ. Причина, по которой пространственные карманы встречаются редко, в большей степени связана с отсутствием подходящих пространственных щелей. Существует несколько известных пространственных щелей, которые имеют фиксированное положение, и еще меньше сект, которые находятся в подходящем положении для их использования. Кроме того, для устранения этих пространственных щелей требуется невероятное количество ресурсов. Вот причины, по которым пространственных карманов очень мало. Хань Ли разочарованно вздохнул. Несмотря на это, ваши пространственные карманы совсем не такие, как я себе представлял. Их нельзя носить под рукой, а входить в них можно только с помощью транспортной формации. Его нельзя назвать дополнительным измерением. Старейшина Ван усмехнулся. Разве можно носить большой пространственный карман при себе? Я считаю, что только чрезвычайно могущественные культиваторы, вознесшиеся в царство духов или истинных бессмертные из царства бессмертных, обладают такими небесными способностями. Разве это может существовать в мире смертных? Для стабилизации существующей пространственной щели уже требуется абсурдное количество редких материалов, и это сам по себе впечатляющий прорыв. Услышав это, сердце Хань Ли дрогнуло, и к нему в голову внезапно пришла странная мысль. Вы можете стабилизировать пространственную щель? Можно ли повредить ее почти до разрушения, а затем укрепить? Старейшина Ван изменился в лице и сказал удивленным тоном, конечно. Если пространственная щель не полностью разрушена, мы можем использовать материалы для его стабилизации. Неужели у вас есть какие-то планы, связанные с этим? Хань Ли усмехнулся и смутно ответил, я знаю одну пространственную щель за границей, но она скоро рухнет, и я не знаю, смогу ли я войти в нее. Когда старейшина Ван услышал ответ Хань Ли, он тактично промолчал. Затем взмахом руки он достал нефритовую коробку. Сейчас я выпущу особняк скрытой удачи, чтобы вы могли его осмотреть. Если вы сочтете его удовлетворительным, мы обсудим обмен. Хань Ли кивнул. Давайте, господин даосист. С его согласия старейшина Ван открыл нефритовую коробку, которая тут же выпустила чистый духовный свет. Прежде чем Хань Ли смог ясно рассмотреть, что находится внутри, старейшина Ван быстро произнес заклинание, и коробка задрожала. Внезапно шарик белого света вырвался оттуда, мгновенно увеличиваясь в размерах, пока не превратился в бесцветное облако размером с несколько полей. Внутри можно было легко рассмотреть здание из белого нефрита. Затем старейшина Ван сделал жест заклинания и указал в воздух, заставляя белый туман дрожать, а затем опуститься на землю. Раздался грохот, и свет осветил все вокруг. Внезапно появилась резиденция, построенная полностью из прекрасного нефрита. Хань Ли прищурился и стал рассматривать ее, заложив руки за спину. Эта изящная резиденция была явно меньше по сравнению с обычными пещерными резиденциями, но в ней была башня, двор и туманный барьер белого света, в результате чего она выглядела как потусторонняя иллюзия. Хань Ли какое-то время смотрел на нее, а затем его фигура размылась, и он выстрелил в резиденцию в виде полоски лазурного света. При виде этого старейшина Ван быстро поднял руку и вынул белый нефритовый медальон. Он встряхнул медальоном в направлении резиденции, и барьер, покрывавший ее, исчез. Хань Ли спокойно влетел внутрь и исчез в резиденции без препятствий. Глава 943. Случайная встреча. Спустя промежуток времени, за который можно было закончить обед, Хань Ли появился из нефритовой резиденции с невозмутимым выражением лица. Старейшина Ван на мгновение нахмурился, но когда Хань Ли появился перед ним, он улыбнулся и спросил, что скажете, господин даосист Хань. Резиденция небольшая, но в ней есть комнаты для изготовления таблеток, ухода за духовными зверями и всего остального, что я могу придумать. Однако есть кое-что, в чем я не уверен. Брат Ван, вам нужно рассказать мне об этом поподробнее. Если у вас есть вопросы об особняке скрытой удачи, я отвечу в меру своих возможностей, радостно ответил старейшина Ван. Хань Ли встретился с ним взглядом и спросил, возможно, я покажусь вам глупы, но я правильно понял, что самое большое преимущество особняка скрытой удачи состоит в том, что его можно увеличить и уменьшить по желанию, что позволяет легко переносить его, но будет ли он вести себя как сумка для хранения и уменьшать предметы, которые уже находятся внутри него? А духовные звери? Особняк способен сжимать все предметы интерьера внутри него, но духовных зверей там хранить нельзя.
Даже если они обладают глубокими способностями к трансформации, они будут разрушены пространственным давлением уменьшения особняка. Даже если они смогут выдержать огромное давление, они будут изолированы от внешнего мира и отключены от духовной ци мира, что, несомненно, приведет их к смерти. Старейшина Ван дал полное и честное объяснение. В конце концов, это было то, что было бы легко обнаружить с помощью небольшого тестирования. Немного подумав, Хань Ли добавил: в этом случае я не смогу хранить и лекарственные растения в нем. Старейшина Ван нахмурился и задумчиво сказал: верно, господин даосист Хань. Это неразрешимая проблема особняков скрытой удачи. Несмотря на это, вы можете использовать особняк по своему усмотрению и вызывать благодаря установленным ограничительным заклинаниям, его нельзя сравнить с обычными сокровищами с точки зрения стоимости. Хань Ли улыбнулся. Это также одна из причин, по которой я заинтересован в ее приобретении, но боюсь, что у меня может не хватить средств. Вы хотите сказать, что планируете совершить обмен? Глаза старейшины Вана загорелись приятным удивлением. Хань Ли небрежно сказал: у меня есть несколько ненужных редких материалов. Как только вы дадите мне подробную информацию о цене особняка, мы сможем обсудить, на что его можно обменять. Конечно. Все, что нам необходимо, в этой нефритовой пластинке. Пожалуйста, взгляните на нее. Рукав старейшины Вана дрогнул, и он направил полоску белого света к Хань Ли с широкой улыбкой на лице. Хань Ли поймал ее и начал читать своим духовным чутьем. Через 2 часа Хань Ли покинул ворота павильона скрытой удачи, а старейшина Ван проводил его с улыбкой. Перед отъездом Хань Ли отдал честь и произнес несколько слов прощания. Старейшина Ван уставился на уходящую фигуру Хань Ли, а затем вернулся в павильон с довольным выражением на лице. Хань Ли тоже улыбался, поглаживая выпуклый мешок для хранения на своем поясе. Обменяв особняк скрытой удачи большое количество редких материалов, он достал несколько ядер демонических зверей и духовных растений, а затем продал их за удивительное количество духовных камней. Он собирался было продать еще больше материалов, но увидел удивленное выражение лица старейшины Вана и стал бдительным, несмотря на то, что нашел смешную цену. Поскольку люди часто убивали себя из-за жадности, Хань Ли верил, что если он покажет все свое богатство, это, несомненно, вызовет проблемы, несмотря на его статус культиватора средней стадии зарождающейся души. Хотя павильон скрытой удачи имел отличную репутацию и заслуживал достаточного доверия, он должен был быть особенно осторожным, поскольку находился под присмотром заграничного культиватора. Вполне возможно, он мог подтолкнуть старейшину Вана к заговору против него. Таким образом, Хань Ли выпустил поток духовного чутья в свое окружение после того, как он ушел, чтобы убедиться, что никто не следовал за ним. Вскоре после этого он обнаружил пустой переулок, и его тело расплылось и трансформировалось лазурным светом. Появившись снова, он был похож на конфуцианского ученого средних лет в синем халате с длинными волосами и бледным лицом. Никто, кроме культиваторов поздней стадии зарождающейся души, не смог бы увидеть его истинную внешность. Затем Хань Ли продолжил посещать магазины, но, к его разочарованию, нигде не было необходимых ему материалов. Дело было не в том, что в более крупных магазинах не было ничего ценного, а в том, что материалы, которые предлагали лавочники, не подходили для создания великой марионетки монарха расщепления души или веера 3 агей. Поскольку он не нуждался в обычных древних сокровищах, он решил их не покупать. Вскоре после этого Хань Ли прибыл в конце улицы и столкнулся с внушительным каменным зданием. Похоже, нам придется пождать аукциона. Это был украшенный дворец под названием «Зал сверкающих сокровищ». Здание состояло из 3 этажей, каждый из которых занимал более 60 метров, и выглядело потрясающе. Оно могло вместить в себя более 1000 культиваторов, возможно, это была причина, по которой там проводился аукцион. На входе стояло несколько культиваторов заложения основ, которые не давали войти обычным культиваторам во время подготовки аукциона. Помимо Хань Ли, рядом со зданием слонялись другие культиваторы, зная, что это место проведения грандиозного аукциона. Хань Ли бросил глубокий взгляд на зал сверкающих сокровищ и собирался уходить, как вдруг позади внезапно вышла группа из 4 культиваторов. Увидев их, Хань Ли изменился в лице и отвернулся с притворным безразличием, обернулся, намереваясь немедленно уйти. Но не успел он сделать несколько шагов, он услышал приятный голос: «Пожалуйста, подождите, господин даосист». Его сердце дрогнуло, и он решил остаться на месте. Повернувшись, Хань Ли сказал со спокойным выражением лица: «У вас ко мне какое-то дело, господа даосисты». В 20 метрах от них была женщина в белом, лицо которой было покрыто вуалью. В настоящее время она смотрела на него вместе со своими 3 спутниками. Он пронесся мимо них своим духовным чутьем и обнаружил, что все они были культиваторами на стадии зарождающейся души.
В частности, мужчина средних лет в черном халате, стоящий позади нее, как и он сам, был на средней стадии, в результате чего Хань Ли чувствовал себя несколько угрюмым. Видя, что она на какое-то время привлекла его внимание, глаза женщины в белой одежде засияли, и она сказала сладким тоном: «Нет, я просто хочу подружиться с вами, поскольку я увидела, что ваш уровень культивации необычен. Вы не возражаете?» Судя по ее высокому росту и очаровательным движениям, Хань Ли мог сказать, что она, без сомнения, удивительно красивая женщина. Однако он не был особенно польщен ее приглашением, скорее, он хотел немедленно уйти, зная, что эта женщина — святая бесконечного неба. «Подружиться со мной, вы серьезно? Для меня было бы честью подружиться с человеком вашего уровня культивации и ранга, но у меня есть неотложное дело, поэтому я не могу задержаться с вами, несмотря на свои опасения», Хань Ли говорил совершенно спокойным тоном и даже поприветствовал их. Святая бесконечного неба заблокировала путь Хань Ли и нахмурилась: «Нет необходимости так торопиться. У меня есть несколько вопросов к вам. Не могли бы вы уделить мне минутку?» Лицо Хань Ли стало торжественным, и он сказал резким тоном: «А вы хочешь допросить меня?» Культиватор в черной одежде потерял терпение и спросил: «Леди Лин, у вас какие-то разногласия с этим господином?» Тело культиватора в черном покрылось тонким слоем черной ци, а затем и лицо. С первого взгляда стало ясно, что он был культиватором дьявольских искусств. Святая откинула волосы с лица и холодно посмотрела на Хань Ли. «Нет, я вижу его в первый раз, но по неизвестной причине напоминает мне человека, которого я искала в Великой Империи Цзинь. Поэтому я хочу убедиться, что не ошибаюсь». Красивое лицо культиватора в черном внезапно исказилось, и он враждебно уставился на Хань Ли. «Что? Вы хотите сказать, что это тот человек, который использовал знамя рассеивания призраков моей секты?» Святая прищурилась и сказала непоколебимым тоном: «Я не уверена, его внешность и рост отличаются, но он производит на меня похожие впечатления. И человек, которого я ищу, носит на спине бамбуковую трубку». Бамбуковая трубка. Когда культиватор в черном увидел это, его взгляд упал на сверток на спине Хань Ли. Когда он попытался разобраться в этом, он внезапно почувствовал, как мощное духовное чутье отталкивает его. В шоке он поспешно убрал свое духовное чутье с ледяным выражением лица на лице. «Господин даосист, я Ге Тиньхао из секты рассеивающийся инь. Не могли бы вы показать то, что у вас за спиной? Если это не то, что мы думаем, мы не будем вас беспокоить». Он говорил медленно, а его лицо становилось все более бдительным. Остальные два культиватора в их группе переглянулись между собой, а затем расплывались, появившись рядом с Хань Ли, чтобы заставить его. Хань Ли молчал, не двигаясь с места, держа руки за спиной. Хотя на самом деле ничего еще не произошло, воздух уже наполнился удушающей враждебностью. Глава 944. Угроза. В этот момент окружающие культиваторы формирования ядра и заложения основ заметили предстоящий бой и культивации тех, кто в нем участвовал. Они сразу же разбежались в тревоге, никто из них не осмелился остаться и посмотреть. В битве между культиваторами зарождающейся души они были просто насекомыми, которые могли погибнуть в перекрестном огне. В мгновение ока все свидетели ушли, и в соседних зданиях активировались защитные заклинания. При виде этого губа Хань Ли дернулась, и его лицо засветилось лазурным светом, за которым последовал зловещий блеск в глазах. 4 культиватора зарождающейся души при виде этого сразу же распространили в ответ свою магическую силу, а магические сокровища в их теле беспокойно зашевелились. Хань Ли подумал о чем-то и усмехнулся. Лазурный свет исчез с его лица, и он спокойно сказал: «Если я правильно помню, в столице Цзинь строго запрещены драки между культиваторами. Нарушение этого правила приведет к тому, что нас будут преследовать 3 великие даосистские секты и 4 великие буддийские секты. Хотите узнать, каково это, когда вас преследуют тысячи и тысячи километров? Или вы думаете, что это не стоит вашего внимания, учитывая вашу поддержку секты рассеивающейся инь?» Не успел Хань Ли сказать это, как эхом пронесся властный голос: «Кто смеет игнорировать наши правила? Хочу лично встретиться с вами». Затем из здания на другом конце улицы вырвались 2 световых шара, серебряный и золотой. Они быстро закружили в воздухе, а затем спустились вниз. Один из них был стариком с розовым цветом лица, другой — уродливый буддийский монах средних лет с большим носом. Старик яростно уставился на Хань Ли и на группу святой: «Я знаю вас. Значит, это вы, уважаемые культиваторы секты рассеивающейся инь. Ваша секта собирается нарушить наши правила и вступить в бой на нашем рынке Южного Цзинь». Буддийский монах просто молча стоял с недовольным лицом. Он холодно уставился на членов секты рассеивающейся инь, но, увидев Хань Ли и святую бесконечного неба, сильно удивился.
Хотя в Великой империи Цзинь было много неизвестных культиваторов зарождающейся души, довольно редко можно было встретить одного неизвестного эксцентрика на средней стадии, не то что двоих. Неудивительно, что монах был в шоке. Гэ Тиньхао холодно сказал, услышав слова старого даосиста: «Уби. Я только хотел, чтобы этот господин показал нам кое-какие вещи. Ты собираешься вмешиваться по таким пустякам?» Уби вальяжно ответил: «Мне все равно, что вы делаете. Никто не имеет права нарушить правила этого рынка. Если вы действительно хотите принять меры, то идите в другое место, или я не буду оставаться таким вежливым». Гэ Тиньхао раздраженно сказал: «Может, ты подождешь немного? Я думал о том, чтобы испытать способности вашей секты Великой Правды». Буддийский монах ухмыльнулся и сказал: «Господин даосист Ге, нет нужды сердиться. Пока никто не использует магическую силу, мы не будем вмешиваться. Эти двое также кажутся совершенно незнакомыми. Не могли бы вы представиться? Я святая бесконечного неба, Лин Инпин. Рада знакомству. Дело довольно простое, и я подозреваю, что этот господин даосист является разыскиваемым заклятым врагом нашего храма бесконечного неба, и я бы хотела, чтобы он показал свой сверток за спиной и подтвердил свою личность. В случае ошибки я готова принести свои глубочайшие извинения и больше не собираюсь его беспокоить». С этими словами она повернулась и взглянула на Ханли. «Это смешно», — спокойно сказал Ханли. «Вы думаете, кто я? Моя фамилия просто Ли. Почему вы хотите подтвердить мою личность?» Лин Инпин сжала губы, и ее глаза загорелись кровожадностью. Она сказала ледяным тоном: «Если господин даосист не хочет подтвердить свою личность, возможно, вы действительно наш заклятый враг. Как святая бесконечного неба, я не могу позволить вам уйти просто так». Сердце Уби дрогнуло, и он нахмурился, спрашивая: «Святая бесконечного неба? Вы святая парящих племен?» На лице буддийского монаха тоже появилось удивление. Лин Инпин спокойно кивнула: «Боюсь, я плохо представилась. Да, я действительно святая парящих племен». Уби изменился в лице и сказал более спокойным тоном: «Бессмертный сюй вашего знатного племени обладает небесным талантом и достиг средней стадии зарождающейся души в возрасте до 400 лет. Я встречался с ним несколько раз в прошлом. Как у него дела?» Бессмертный сюй чувствует себя хорошо. Около 30 лет назад он вступил в позднюю стадию зарождающейся души и стал одним из великих бессмертных племени. Лин Инпин внутренне радовалась тому, что этот старик дружил с одним из великих бессмертных ее племени. Как и следовало ожидать, господин даосист Сюй уже вступил в позднюю стадию зарождающейся души. Возможно, ему удастся подняться на более высокую ступень, учитывая его юный возраст, со странным выражением на лице сказал Уби. У Ханли появилось предчувствие, что ситуация меняется не в лучшую сторону, и разум его забегал. Неужели ему придется сразиться с этими многочисленными врагами зарождающейся души? Или ему придется сбежать, используя кровавое теневое уклонение? Пока он колебался, он вдруг услышал голос монарха расщепления души. Несколько его слов полностью успокоили его, затем Уби закончил говорить со святой бесконечного неба и, посмотрев на Ханли, нерешительно спросил: «Господин даосист, уровень вашей культивации довольно необычен. Могу я узнать, откуда вы? Возможно, я смогу стать посредником в вашем споре». Хотя он не был уверен в его личности, Ханли все равно был культиватором на средней стадии зарождающейся души. Бродячий он культиватор или нет, к нему стоило относиться с уважением. Впервые слышу, что, придя на рынок восточного Цзиня, мне нужно подтверждать свою личность. Если на вашем рынке действительно есть такое правило, я, естественно, подчинюсь. Но если нет, я бы предпочел не отвечать, с суровым видом сказал Ханли, хотя его тон явно содержал саркастический тон. Выражение лица Уби стало угрюмым от его ответа, но прежде чем он успел дать ответ, буддийский монах рассмеялся и сказал первым: «Конечно, на нашем рынке таких правил нет. Господин даосист Уби хотел узнать вашу личность только для того, чтобы помочь вам разрешить это недоразумение. Если вы не хотите называть себя, то все, что мы можем сделать, это убедиться, что ничего не происходит в пределах города. Однако, если бы госпожа Лин и ее компания решат подождать вас у входа на рынок, что не входит в сферу нашей защиты», эти слова были сказаны с улыбкой, но их значение было ясно. Ханли холодно рассмеялся. Он перевел взгляд на Гэ Тиньхао и святую бесконечного неба и увидел, как их глаза мерцают. Было очевидно, что они намеревались напасть на него ради возможности получить знамя рассеивания призраков и воплощения святого зверя. Как только Ханли подумал об этом, он уставился на святую и мрачно спросил: «Значит, вы не оставите меня в покое, пока не увидите, что у меня за спиной? Хотя у вас может не быть никаких обид со мной, вы думаете, что мое негодование так легко исчезнет от ваших извинений? Вы нам угрожаете».
враждебно сказал Гэ Тиньхао. Хань Ли взвизгнул от смеха и продолжил мрачным тоном: это просто шутка. Но если вы действительно ошибетесь и заставите просто так показать свой сверток, вы думаете, что я ничего не сделаю, чтобы исправить это неправильно. Несмотря на то, что у меня нет великих способностей, у меня есть немного мастерства в техниках уклонения. Даже если бы вы напали на меня сразу, я уверен, что смогу сбежать. Не вините меня в том, что потом произойдет с вашими сектами. Как одинокий культиватор, я не боюсь мести. С учетом сказанного, Гэ Тиньхао и другие изменились в лицах. Даже буддийский монах и старик почувствовали некоторое опасение. Мало того, что Хань Ли был культиватором средней стадии зарождающейся души, но его отношения и слова представили его как неприятного и мстительного персонажа, которого все большие секты стараются избегать. В конце концов, с его уровнем культивации и отсутствием ответственности от секты, он мог действовать против различных учеников секты и нанести им непоправимый вред. Было бы еще более неприятно, если бы этот человек был действительно опытным в техниках уклонения. Даже культиваторы на поздней стадии зарождающейся души не смогли бы поймать его. Если бы он оказался достаточно безжалостен, даже целым 10 великим дьявольским сектам было бы трудно подавить его. И поскольку он был бродячим культиватором на средней стадии зарождающейся души, великие секты стали бы привлечь его на свою сторону всеми силами и пытаться случайно не обидеть его любой ценой. Если сделать его своим врагом, то будет уже слишком поздно. Гэ Тиньхао и его члены секты решили принудительно проверить личность Хань Ли, чтобы забрать знамя рассеивания призраков, которое было украдено из секты, но в случае ошибки они могли навлечь на свою секту большую проблему, провоцируя месть ни за что. С этой мыслью он невольно взглянул на святую бесконечного неба. Она нахмурилась, чувствуя головную боль по этому вопросу. Если бы этот человек был действительно мстительным персонажем, позже он мог нанести ущерб и на равнине бесконечного неба. Затем она моргнула яркими глазами и сказала с очаровательной улыбкой на лице: «Почему господин Даосист Ли говорит с таким серьезным тоном из-за такой мелочи? Мы только хотим увидеть, что находится внутри свертка за вашей спиной. Если я действительно допущу ошибку, вы можете указать справедливое условие, чтобы исправить это. Что скажете? Это достаточно справедливо». Глава 945. Нефритовый кулон. Святая бесконечного неба не хотела провоцировать могущественного врага простым недоразумением и пошла на уступки. Условие. Хань Ли холодно посмотрел на женщину с пустым выражением лица. Святая подняла голову и спокойно предложила: «Если господин Даосист Ли захочет, я могу предложить вам сумму духовных камней в качестве извинения». «Хе-хе, духовные камни меня не интересуют», — Хань Ли холодно рассмеялся и внезапно схватил сверток за спиной. Его внезапные движения привлекли внимание соседних культиваторов. Хань Ли встряхнул сверток, и оттуда выпала сабля. Как только она коснулась земли, послышалась череда криков, а сама сабля засверкала золотым светом. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это редкое сокровище. Внезапно для других стало понятно, почему Хань Ли был в ярости из-за того, что они хотели посмотреть, что в его свертке. Он не хотел посторонним показывать свое любимое сокровище. Увидев саблю, на лице святой появилось удивление. Она высвободила свое духовное чутье, не веря своим глазам, и долго изучала саблю, прежде чем обнаружила, что в ней нет ничего странного и ни малейшего следа иллюзии. Когда Гэ Тиньхао и его коллеги из секты увидели саблю, они переглянулись между собой в растерянности. Было очевидно, что они допустили серьезную ошибку. К счастью, этот конфликт не обострился и не вызвал несправедливое недовольство с их сектой. Старик Уби и буддийский монах наблюдали за этим с молчаливой улыбкой, явно дистанцируясь от дела. Святая вдохнула, и на ее лице появился след разочарования. Извиняющимся тоном она сказала: «Кажется, я ошиблась. Если у вас есть какие-либо условия, я сделаю все возможное для их выполнения». Хань Ли пристально взглянул на ее украшение на поясе. «У меня достаточно духовных камней. Может, вы отдадите мне свой нефритовый кулон? Этот». Она посмотрела на кулон в полном недоумении. Раз она носила его на своем теле, это не могло быть обычным украшением. Это был изящный нефритовый кулон в форме бабочки, который на самом деле был редким защитным магическим инструментом и имел эффект концентрации внимания. Однако, он был ценен только для культиваторов заложения основ и формирования ядра. Для культиватора средней стадии зарождающейся души его влияние было незначительным. Святая ценила его только потому, что он был с ней всю ее жизнь. По какой причине он мог хотеть этот нефритовый кулон? Подумала святая с нерешительным выражением на лице.
Глаза Ханли мелькнули, и он с готовностью предложил, что госпожа Лин не хочет с ним расставаться. Тогда давайте поищем замену. Как насчет этой жемчужной шпильки? Святая подняла лоб и неожиданно приняла решение, бросив нефритовый кулон Ханли. Конечно, вы можете получить его, это всего лишь мелкий магический инструмент. Я просто был немного сентиментально. Ханли поймал украшение и почувствовал тепло. Он с удовлетворением кивнул и заставил его исчезнуть, взмахнув рукой. Потом он приманил к себе золотую саблю, и она с гулом влетела в его руку. Серая ткань выскочила из его рукава и быстро обернула ее в сверток. Как только сабля снова оказалась у него за спиной, он повернулся и направился ко входу на рынок. Другие при виде его холодного отношения тревожно переглянулись между собой. Когда Ханли собирался уходить, Святая вдруг что-то подумала и спросила: «Господин Даосистли, мы до сих пор не знаем, как к вам обращаться. Не могли бы вы представиться нам? Я иностранный бродячий культиватор, Лифэю». Не замедляя шагов, равнодушно ответил Ханли. «Лифэю? Брат Ге, вы когда-нибудь слышали о таком жестоком иностранном культиваторе? Я знаю многих, но никто с ним не сравнится в холодности». Святая уставилась на спину Ханли, и в ее глазах мелькнул холодный блеск. Хотя она больше ничего не могла поделать, она не смогла развеять свои сомнения по поводу свертка за его спиной и все еще чувствовала себя неловко. Ге Тиньхао изменился в лице от ее слов. «Мне очень трудно ответить на вопрос, леди Лин. Хотя иностранные культиваторы технически принадлежат миру культивации Великой Империи Цзинь, они совершенно независимы, и лишь немногие из них когда-либо ступали на этот материк. Кроме того, их обстоятельства сильно различаются. Существует бесчисленное множество бродячих эксцентриков и группировок всех размеров, не говоря уже о многих великих культиваторах, которым еще предстоит раскрыть свои способности. Конечно, 3 известных иностранных бессмертных — это отдельная история, поскольку они уже прославились. Святая нахмурилась, зная, что не сможет отследить его, и запомнила только имя Лифэю в глубине души. Ханли размылся и покинула рынок, появившись на соседней улице, кишащей смертными. Он шел с легкой ухмылкой на лице и сказал голосовой передачей: «Старший, я восхищен тобой. Не думал, что ты способен использовать духовное чутье, чтобы обмануть так много культиваторов зарождающейся души. Даже я ничего не смог почувствовать. Монарх расщепления души, ничего особенного. Когда ты закончишь культивировать последние 3 слоя техники великого развития, краткой техники развития, другие культиваторы будут плясать под твою дудку. Если бы я был еще более опытным в технике иллюзий, убийство низкоранговых врагов, не касаясь их, было бы легкой задачей». С большим уважением Ханли вздохнул: «Конечно. Первые 4 слоя уже так страшны. Если мне удастся довести технику до совершенства, мое духовное чутье достигнет невообразимых высот. Жаль, что у меня нет времени, чтобы культивировать последние 4 слоя техники, хотя старший и дал их мне». Монарх расщепления души хихикнул: «Хотя твои духовные корни бедны, у тебя есть высокая способность культивировать мою технику. Прибавь к этому другие искусства, взращивание души и магические предметы, которые помогут тебе, и твое понимание техники великого развития может превзойти даже мое в мои лучшие времена. Надеюсь, что так и будет. Однако, кое-что меня озадачило. Почему старший заставил меня взять украшение святой?» Монарх расщепления души фыркнул: «Как ты думаешь, святая бесконечного неба так легко позволит тебе ускользнуть, находясь здесь, в Великой Империи Цзинь?» Ханли беспомощно вздохнул и сказал: «Скорее всего, она обыскивает Великую Империю Цзинь в поисках меня, поскольку я забрал воплощение святого зверя парящего племени и захватил и этот странный котел. Кажется, что она объединилась с сектой рассеивающейся инь, и они, скорее всего, могут стать для меня проблемой». Монарх медленно произнес: «По этой причине я заставила тебя взять что-то с ее тела. В прошлом я изучал технику обработки жемчужины обнаружения. Используя их запах, ты сможешь обнаружить их присутствие за 50 километров. В будущем ты сможешь обнаружить ее и почувствовать ее приблизительное местоположение. Таким образом, ты будешь готов к любой ее атаке. Однако, примерно через год она полностью потеряет эффект, поскольку запах с предмета постепенно исчезнет. Но этого должно быть более чем достаточно, чтобы ты избегал ее, пока находишься в столице Цзинь. Вот как. Благодарю за внимание, старший», — искренне поблагодарил Ханли. «Я думал о не тебе», — равнодушно сказал монарх. «Я просто хотел убедиться, что с тобой ничего не случится, пока ты не закончишь мою великую марионетку». Ханли слабо улыбнулся и больше ничего не сказал. Он внезапно изменил направление и вошел в близлежащий переулок, сделав несколько поворотов, а затем остановился у заброшенного двора. На его лице внезапно появилось угрюмое выражение.
Затем он медленно повернулся и посмотрел на пустое место перед собой. Холодный блеск сиял в его глазах. «Почему ты следовал за мной? Господин даосист ли достоин своей культивации? Вы смогли увидеть технику призрачных теней, которую я усиленно тренировал несколько лет. Вам не нужно беспокоиться. У меня нет враждебных намерений». Раздался смешок, и во вспышке зеленого света появился силуэт. Хань Ли осмотрел этого человека с прищуренными глазами. Этот эксцентрик — морщинистый старик с хитрой внешностью и культивацией на ранней стадии зарождающейся души. Его хитрое лицо выдавало все его мысли. На лице Хань Ли появилось враждебное выражение, и он торжественно сказал: «Ты не ответил на мой вопрос. Разве ты не знаешь, что тайно следовать за другим культиватором оскорбительно? Я могу убить тебя здесь, и никто не узнает». Маленький старик тихо рассмеялся и спокойно сказал: «Я пришел к господину даосисту Ли с искренними мыслями об обмене, вам не нужно быть таким агрессивным. Будьте уверены, вы наверняка выиграете от этого».